1889-м экспедиция Джона Питерса нашла в древнем Непуре небольшой глиняный фрагмент. Ему больше 4000 лет. Официально этот текст называют спуском Инанны. Считается, что это древний миф о богине, которая отправилась в подземный мир. Но есть версия, что за этим мифом скрывается не просто религиозная история. В тексте описано место глубоко под землей, куда нельзя было попасть просто так. Шумеры называли это место преисподней. Но что если они описывали не мир мертвых, а реальное убежище или древний бункер? Самое странное то, что в тексте упоминаются горы, разломы и направления, которые можно сопоставить с реальной картой Азии. Почему древняя табличка так подробно описывает этот путь? Что скрывалось в преисподней? И если этот вход действительно существовал, мог ли он сохраниться до наших дней? Сегодня мы попробуем сопоставить древний шумерский текст, карту, спутниковые снимки и странные зоны, чтобы понять, где мог находиться вход в подземный мир, который шумеры считали запретным. 1967 год. Советская геологическая экспедиция получает задание исследовать пещерную систему в горах на юго-востоке Узбекистана, на границе с Кыргызстаном и Таджикистаном. Место называется Каныгут. В переводе с таджикского это означает «место гибели» или «опасный рудник». Местные называли его так задолго до советских экспедиций. Несколько недель геологи работали под землей. Делали замеры, составляли карты, брали образцы породы. Внешне это выглядело как обычная научная экспедиция. Однако после того, как геологи покинули пещеры, доступ в них закрыли. Официальная причина звучала так: геологическая нестабильность, угроза обрушения, опасность для людей. Эта версия звучала логично, пока позже не выяснилось, что в закрытых отчетах речь шла не только об обвалах. В 90-е годы, когда советские архивы начали частично рассекречивать, исследователи добрались до внутренних отчетов той самой экспедиции. В документах встречались описания объектов, происхождение которых было трудно объяснить. Один из участников экспедиции молчал об этих находках почти 30 лет. Он заговорил только незадолго до своей смерти. Но чтобы понять, почему его слова так важны, нужно сначала разобраться, что именно искали в этой пещере. И для этого нужно вернуться в 1889 год, к древнему тексту под названием «Спуск Инанны». Он описывает путь богини в Кур. Так шумеры называли подземный мир. Но само слово «Кур» было сложнее, чем просто преисподняя. Оно могло означать и горы, и далекую чужую землю, и мир, скрытый под поверхностью. В тексте Инанна спускается в Кур и проходит 7 ворот. На каждом этапе она должна оставить часть одежды или украшений – корону, серьги, пояс, нагрудные украшения, браслеты, защитные пластины. К концу пути на ней уже ничего не остается. Обычно все это объясняют как религиозный символ. Человек отказывается от земных благ перед переходом в иной мир. Есть деталь, которую почти никогда не упоминают в популярных пересказах. Инанна несет с собой не только украшения. В тексте говорится о мерной палке и мерной линии из лазурита. Зачем богине, идущей в мир мертвых, измерительные предметы? Но если посмотреть на этот эпизод иначе, он начинает выглядеть как строгая инструкция. 7 ворот превращаются в 7 этапов спуска. На каждом уровне нужно выполнить условия, прежде чем пройти дальше. Все это похоже на описание закрытого подземного объекта, куда нельзя войти просто так. Современные исследователи, которые занимались изучением высокогорных пещерных систем, обратили внимание на один важный факт. Чем глубже спускаешься в большую пещерную систему, тем сильнее меняется состав воздуха. Растет концентрация углекислого газа, падает уровень кислорода, в некоторых зонах повышается содержание радона. Украшения, плотная одежда и выступающие детали могли цепляться за камень, мешать движению в узких проходах и повышать риск травмы. Иными словами, требование снимать предметы одежды и украшения на каждом уровне спуска могло быть не религиозным символом, а правилом безопасности. Чем ниже уровень, тем меньше на человеке должно быть лишних предметов. Не потому что так требует Бог, а потому что иначе человек не выживет. В тексте есть еще одна деталь, которую долго не замечали. Перед первым спуском говорится об очищении крови. Обычно это тоже трактовали как ритуал. Но если смотреть на текст как на инструкцию, смысл меняется. Перед входом человеку нужно было подготовить тело. В глубокой пещере воздух может стать опасным. Кислорода меньше, углекислого газа больше. В таких условиях тело начинает слабеть почти незаметно. Сначала появляется тяжесть в голове,
потом сбивается дыхание, темнеет в глазах, и уже через несколько минут можно потерять сознание. Сегодня такое состояние называют гипоксией, нехваткой кислорода в организме. У шумеров не было такого медицинского термина. Так и появилось упоминание крови, которую нужно подготовить перед входом. В 90-х годах нейробиологи изучали, что происходит с человеком при постепенной гипоксии в закрытых пещерах и замкнутых пространствах. Они обнаружили странный эффект. При падении уровня кислорода до критического порога у людей начинались не просто видения. Многие описывали похожие картины. Люди видели темный проход с ярким светом впереди. Замечали фигуры, которые будто звали идти дальше. Появлялось ощущение, что человек выходит из одного мира и входит в другой. Сегодня это называют туннельным зрением при гипоксии. Такой эффект фиксировали у шахтеров, альпинистов, водолазов и людей, переживших нехватку кислорода. Если древние проводники спускались в Кан и Гут без современных масок, датчиков и защиты, они почти неизбежно сталкивались с такими состояниями. То, что человек видел внутри горы, могло восприниматься не как сон и не как символ, а как реальное переживание перехода между мирами. Получается, что в Кур могли спускаться не все желающие, а только те, чье тело было физически способно выдержать такой маршрут. Это объясняет, почему в тексте говорится о длительной подготовке и о том, что к спуску допускали лишь избранных. В тексте есть 3 детали, которые звучат как подсказки для тех, кто должен был найти нужное место. Первая деталь говорит о горах, куда входит солнце. Это может означать вход в пещеру или большой разлом, куда в определенное время попадает солнечный свет. Для древнего человека такое место выглядело особенным. Вторая деталь говорит о воде, которая уходит обратно в камень. И это звучит странно. Мы привыкли видеть реку на поверхности, но в горах вода может внезапно исчезать в трещинах и продолжать путь под землей. Иногда она появляется снова уже далеко от этого места. Для людей древности это выглядело так, будто сама земля втягивает этот поток воды внутрь. Третья деталь говорит о 7 днях пути от земли, где рождается бронза. Здесь начинается самое важное. Бронза была основой целой эпохи. Из нее делали оружие, ножи, топоры, украшения, инструменты и детали повозок. Но бронза не появляется сама. Для нее нужны медь и олово. С медью было проще. А вот олово считалось редкостью. Некоторые историки сравнивают значение олова в древности с нефтью в современном мире. Это значит, что за оловом шли очень далеко. Караваны проходили через опасные перевалы, пустые земли и чужие территории. Такие дороги знали не все. Их могли скрывать, охранять и передавать только своим. Если собрать все признаки вместе, круг поиска резко сужается. Нужна горная зона с древними рудниками, подземными водами, пещерами или разломами, куда может уходить солнечный свет. Рядом должны проходить старые пути к металлам, особенно к олову. Такая комбинация ведет к Центральной Азии, в район древних караванных дорог и рудных областей. Именно здесь появляется пещера Кан-и-Гут, потому что это не обычная пещера и не случайная трещина в горе. Это древняя система с опасными провалами и сложными туннелями. Именно поэтому в 1967-м сюда отправили советскую экспедицию. Формально задача выглядела стандартно – оценить запасы руды и изучить состав пород. Но уже первые недели показали, что Кан-и-Гут устроен гораздо сложнее обычного горного объекта. Геологи начали наносить внутренние ходы на карту и увидели, что пещера уходит далеко вглубь горы. Одни коридоры резко спускались вниз, другие переходили в шахты, третьи выводили в большие темные залы. После таких находок появляются версии, которые звучат тревожно. Самая известная из них связана с полой землей. Сторонники этой теории считают, что под привычной поверхностью могут находиться огромные пустоты, скрытые проходы и целые области, о которых люди наверху ничего не знают. Звучит фантастически. Но когда перед тобой Кан-и-Гут с его темными ходами, провалами, нижними камерами и участками, куда до сих пор не прошли исследователи, эта идея уже не кажется просто случайной выдумкой. Тем более похожие представления появлялись в разные эпохи. В 1692-м Эдмунд Галлей предполагал, что внутри Земли могут быть скрытые слои. В 1818-м Джон Клифс Симмс говорил о проходах в глубины планеты. Если древние люди видели такие пещеры своими глазами, могли ли они принять их не за обычные рудники, а за вход в настоящий Нижний мир? Именно Кан-и-Гут заставил снова говорить о том, что под землей может скрываться нечто большее.
Во время работы советских геологов приборы зафиксировали за одной из стен большое пустое пространство. Его размеры не удавалось определить точно. Сигнал уходил дальше, чем ожидали специалисты, а эхо возвращалось с задержкой, будто за камнем находилась огромная камера. После этого часть маршрутов закрыли. Официально говорили об угрозе обрушения и опасности газа. Но именно с этого момента сведения о Каны-Гуте почти исчезают из открытого поля. Если внутри находился обычный рудник, такая закрытость выглядела чрезмерной. Значит, геологи могли увидеть нечто, что выходило за рамки стандартного отчета о полезных ископаемых. Если вам интересно, что будет дальше, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. После закрытия объекта интерес к Каны-Гуту не исчез. Наоборот, именно отсутствие информации сделало его еще более загадочным. Когда в 90-е годы часть документов стала доступна, внимание привлекли не только сообщения о пустотах и странных проходах. В отчетах упоминались находки, которые указывали на очень древнее присутствие человека внутри пещерной системы. Речь шла об осколках керамики, фрагментах примитивных инструментов и следах старых костров в глубоких зонах, куда случайный путник попасть бы не смог. Особый интерес вызвали отметки на стенах. Некоторые участники экспедиции утверждали, что в нескольких проходах видели повторяющиеся знаки, нанесенные на камень. Их происхождение официально не объяснили. Одни считали это поздними метками шахтеров, другие говорили о гораздо более древнем происхождении. Позже появились версии, что часть символов похожа на клинопись. Это одна из самых древних систем письма в мире, которая возникла в Месопотамии в конце IV тысячелетия до нашей эры. Если такая версия хотя бы частично верна, тогда как знаки, похожие на месопотамское письмо, могли оказаться в глубине рудника Центральной Азии. Если караванные пути связывали Междуречье с рудными районами Центральной Азии, то люди из шумерских городов могли знать о Каны-Гуте не по легендам. Для них это мог быть источник редкого металла, скрытый в горах. В 2018-м исследователи получили ограниченный доступ к Каны-Гуту. Они хотели проверить старые советские рассказы о нижних проходах, странных знаках и пустоте за камнем. Сначала все выглядело обычно. Узкие проходы, обломки породы, следы давней работы на стенах. Но чем глубже они шли, тем сильнее менялась сама пещера. Ходы становились ниже, а часть проходов выглядела так, будто их когда-то специально закрывали. Примерно через 2 километра группа вышла к участку, где путь резко оборвался. Проход перекрывала плотная каменная преграда. Блоки лежали так, будто кто-то завалил ход намеренно. И главное, этот завал стоял именно в направлении нижних камер, о которых раньше говорил советский геолог. Тогда исследователи включили георадар. Прибор показал, что за каменной стеной была пустота. То есть проход продолжался дальше. Толщина завала составляла около 6 метров. За ним могла находиться новая часть системы, которой нет на картах. После этого группа запросила разрешение на расчистку. Разрешения не дали. В 2019-м международные исследования древней ДНК, посвященные миграциям населения Евразии, показали сложные контакты между Месопотамией, Иранским Нагорьем и Центральной Азией еще в эпоху бронзы. Для историков это было важным подтверждением того, что люди, технологии и торговые связи проходили через тысячи километров намного раньше, чем считалось прежде. Это означает простую вещь. Жители шумерских городов действительно могли знать горные районы Востока не по слухам, а через реальные экспедиции, торговлю и постоянные маршруты. Археология говорит о том же. В Центральной Азии находят изделия, технологии и формы металлургии, которые связаны с единым обменным пространством бронзового века. Руда, олово, медь, камень, украшения и ремесленные навыки перемещались между регионами столетиями. Есть и еще один факт, который редко обсуждают. В высокогорных районах рядом с Ферганской долиной у местного населения встречаются генетические адаптации к нехватке кислорода и жизни на высоте. Для науки это объясняется просто. Поколениями люди жили в тяжелой среде, и организм постепенно приспособился. Но для древнего человека все выглядело иначе. Одни люди заходили в горы и быстро слабели. Другие могли идти дальше, спускаться глубже и возвращаться обратно. Такие люди почти неизбежно становились особенными в глазах остальных. Так мог появиться образ избранных проводников. Тех, кто знает путь вниз. Тех, кто умеет дышать там, где другие теряют сознание. Тех, кто возвращается из темноты с металлом, камнями и рассказами о запретных залах под землей.
Возможно, шумерская табличка описывала не фантастический мир мертвых, а реальное место, настолько опасное и странное, что люди бронзового века могли объяснить его только языком богов, запретов и священных ворот. Огромные подземные камеры превращались в дворцы преисподней. Исчезающие реки становились дорогами в недра земли. Тяжелый воздух воспринимался как дыхание Нижнего мира. А люди, которые знали маршрут и могли спускаться глубже остальных, со временем становились жрецами, хранителями или даже богами в памяти поколений. То, что для нас выглядит как шахта, вентиляция, правила безопасности и сеть тоннелей, для человека того времени было чудом, спрятанным под горой. И если шумеры действительно прошли тысячи километров, нашли рудники Центральной Азии, спускались в опасные пещерные системы и оставили описание, по которому спустя тысячи лет можно выйти к конкретной точке на карте, это уже не легенда, это след реального маршрута. В последние годы интерес к Кан-и-Гуту вырос снова. Георадарные исследования и спутниковые снимки показывают, что под этим районом может находиться больше пустот, чем указано на старых картах. То есть известная часть системы может быть только верхним уровнем. Но здесь появляется главное противоречие. Официальная археология относит самые ранние уверенные следы разработки Кан-и-Гута к первым векам нашей эры. Это намного позже шумерской эпохи. Значит, остаются два объяснения. Связь с Куром могла быть случайной. Или самые важные следы до сих пор находятся глубже, за завалами и закрытыми проходами. И вот тут история выходит за пределы одной пещеры. Кан-и-Гут стоит внутри большого горного пояса. В радиусе 800 километров появляются похожие места. В Памире есть пещеры, куда жители соседних селений не заходят до сих пор. Запрет передают из поколения в поколение. Причину уже не называют. Говорят только одно – внутрь нельзя. В подобных местах исследователи часто фиксировали нехватку кислорода, углекислый газ, внезапные провалы и каменные осыпи. Человек может потерять сознание за минуты. В горных районах Ирана археологи нашли рудные комплексы бронзового века с одинаковой схемой. Узкий вход, затем расширенные камеры, боковые ниши, площадки для работы и участки, намеренно закрытые камнем. Это значит, что доступ туда контролировали. Одни проходы оставляли открытыми, другие перекрывали специально. В индийских текстах того же периода появляется Патала. Это не царство мертвых, а нижний мир с уровнями, воротами, охраной и сокровищами. Туда нельзя попасть случайно. Нужен проводник. Район Кан-и-Гута до сих пор частично ограничен для иностранных исследователей. Но часть участков вокруг массива долгое время почти не изучалась публично. Даже если у исследователей есть старые карты, они не обязательно показывают реальное состояние Кан-и-Гута сегодня. Пещера меняется. Землетрясения сдвигают породу. Проход, который был открыт 100 лет назад, сегодня может быть завален. Но именно в этом и проблема. Для Кан-и-Гута нельзя просто открыть карту и поставить точку. Старые схемы показывают только известные проходы. Они не отвечают на главный вопрос, что находится за завалами, в боковых ответвлениях и ниже тех уровней, куда доходили экспедиции. В пещерных системах бывает так, что небольшой закрытый проход ведет в огромную часть массива. Один завал может скрывать десятки метров коридора, подземную камеру или старую выработку, которую давно никто не видел. И если древние тексты действительно описывали не одну пещеру, а целый принцип закрытого подземного пространства, тогда Кан-и-Гут становится только видимой частью истории. Самое важное может находиться не у входа, а там, куда путь обрывается. А вы что думаете об этом? Напишите в комментариях. Если вам интересны такие тайны, обязательно посмотрите другие ролики на канале. Там вас ждут истории про интервью с пришельцами, Древний Египет, мумии, ануннаков, шумеров и многие другие загадки прошлого, о которых редко говорят вслух.